очень вкусные. Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет с вами очень вкусный, интересный рецепт. Я увидела его, он мне очень понравился, поэтому будем сегодня с вами его готовить. Для этого нам понадобится тыква, сезонный овощ. Будем готовить с вами тыквенные булочки с сырным кремом. Звучит очень аппетитно, я думаю, поэтому обязательно ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и давайте с вами готовить. Итак, сейчас мы будем готовить с вами тесто на булочки. Для этого нам понадобится тыквенное пюре. Как его приготовить, вы можете посмотреть в ролике про тыквенный кекс. Там я готовила и показывала это на камеру, как готовить тыквенное пюре. Если вкратце, то нужно взять тыкву, очистить ее, вырезать всю сердцевину, порезать на мелкие кусочки и отправить запекаться в духовку при 180 градусах до мягкого состояния. Размешать ее там с маслицем, чуть-чуть полить. Вот. И когда она станет мягкой, после этого дать ей остыть и в блендере промолоть. И таким образом у нас получается тыквенное пюре. Так, у меня это уже готово, поэтому в глубокой миске мы туда выкладываем его. Выливаем к тыквенному пюре, выливаем мы сливки. Они должны быть обязательно комнатной температуры, хотя бы комнатной температуры. Можете, в принципе, их подогреть немножечко, но чтобы они были не более как теплые. Так, и высыпаем сюда сахар. Все это мы венчиком размешиваем. Такой красивый цвет у нас получается. И теперь мы сюда выливаем остывшее растопленное сливочное масло. Я также заранее его растопила и охладила. Так. Вылили, все опять помешали венчиком. И теперь переходим к сухим ингредиентам. В просеянную муку добавляем сухие быстродействующие дрожжи и щепотку соли. Все это мы перемешиваем между собой венчиком. И теперь в 3 этапа все это будем добавлять в жидкие ингредиенты. То есть не все сразу, а постепенно. Чуть-чуть насыпали и размешиваем. Сначала мы мешаем все это венчиком, но потом у нас, конечно же, тесто будет таким очень густым, и придется это вымешивать уже руками. Так, теперь я мешу руками. Итак, тесто я вымесила, и теперь берем, можно в этой же, можно взять другую миску и помазать ее растительным маслом, чтобы у нас тесто потом легко оттуда вышло. Так, ну все, сделали вот такой вот шар из теста и кладем его сюда. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в каком-нибудь теплом месте, можно просто в духовку положить, не включенную, примерно на 30-40 минут. Оно должно подняться, стать попышнее, и тогда мы с вами начнем делать булочки. Тесто у меня поднялось. Посмотрите, какое оно пышное получилось. Почти до пленки достало. Так, сейчас мы будем формировать из него наши булочки. А пока что я покажу, как мы сделаем с вами начинку. Для этого у нас всего 3 ингредиента. Берем маленькую мисочку, высыпаем туда сахарную пудру,
выливаем сливки и творожный сыр выкладываем. Все это ложечкой разминаем, а потом венчиком, ну, естественно, миксером, все это мы взбиваем вместе, чтобы у нас все хорошенечко смешалось и стало однородной консистенцией. Итак, я сняла пленку. Тесто вот так вот шипит, вкусненько. Тесто делим на 10 равных частей. Так, когда мы разделили на 10 равных частей, чуть-чуть можно подпылить мукой, чтобы не так прилипало. Так, берем первый комочек наш, немножко его приминаем, чтобы вовнутрь мы могли положить начинку. И буквально чайную ложку мы кладем внутрь. Теперь все это мы заминаем вот так вот, аккуратненько, чтобы у нас ничего оттуда не вытекло. И той стороной, где у нас шов, мы кладем его вниз лицом, так сказать. И теперь будем делать тыковку из этого. Для этого я взяла нитки. Нитки взяла 2 сразу. Или утолщенные нужно взять нитки, или же вот удвоить, как у меня, чтобы потом нам было легче снимать. И теперь кладем под низ, перекрещиваем, чуть прижимаем, потом делаем вот так вот крест. Отсюда делаем вот с этих сторон. И вот так. Здесь мы завязываем узелок. И таким образом формируем все оставшиеся булочки. Кладем их на противень, и потом я скажу, что надо делать. А длина нитки должна быть примерно 80 сантиметров, чтобы у вас полностью был охват всей булочки. Вот такие вот получились красивые у нас булочки в форме тыковок. Первая, смотрите, она прям вздулась, и, потому что я долго, пока остальные делала, она уже прям вот поднялась опять. И вот это вот тоже, вот это вот, а все остальные, которые вот последние особенно, они еще не поднялись, поэтому, чтобы у нас опять тесто немножечко стало попышнее, то мы сейчас накрываем полотенцем и буквально на минут 5-10 оставляем. И как раз в это время у нас разогреется духовка. Ставим ее разогреваться на 180 градусов. Теперь, после того, как булочки наши постояли, мы смазываем их молоком с желтком и сверху смазываем. Ставим в разогретую духовку, примерно выпекаться на 25 минут. Конечно же, смотрите постоянно за булочками, чтобы они не подгорели сверху. Мои тыквенные булочки готовы, и я почти что убрала уже все ниточки из них. Это достаточно, не то чтобы совсем трудно, но немножечко может там что-то повредиться. Но ничего страшного, как бы тут прям супер ничего не сделаешь. У меня осталась последняя булочка, я ее сейчас вам покажу, как извлечь эти нитки. Я вот поддевала зубочисткой, вот так вот прохожусь, чтобы они немножко отцепились. Теперь, когда все отцепили, поднимаем вот этот вот весь узелок и надрезаем его ножницами. Дальше с обратной стороны. Тут то же самое. Поддеваем
вот этот главный узел и разрезаем его. Теперь можно нитки вынимать. Аккуратненько тянем и вынимаем. Теперь последний штрих. Мы на тыковках сделаем такую веточку. Для этого топим шоколад, либо делаем шоколадную глазурь. А можно также использовать какие-нибудь маленькие орешки коричневого цвета. Кладем его в мешок, он уже должен быть холодным. И теперь делаем вот такие вот раз и загогулинки. Вот такая вот у нас получилась шапочка. Таким образом делаем все тыковки. Итак, я пробую. Смотрите, как внутри. Такое все ярко-желтое, очень красивое. Очень вкусные дрожжевые булочки. Очень интересный сырный крем получился. Очень нежный, вкусный. И также хочу отметить, что тыквы не чувствуется, то есть она придает только такой вот красивый оттенок. Поэтому обязательно готовьте. Этот рецепт также подойдет и к Хэллоуину. Обязательно пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный рецепт. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал. И жду вас на следующем ролике. Всем пока!